Всем здорово! Сегодня с вами продолжим прошлую тему про контекстную рекламу. Только в этот раз поговорим про ремаркетинг и рекламную сеть Яндекса и Гугла. Значит, снова возвращаемся к нашим баранам касательно систем Яндекса и Гугла. Помимо стандартной рекламы в результатах поиска, вы можете преспокойно размещаться на тематических площадках этих самых поисковиков. Поясню. Скажем, у вас есть площадка с неплохим трафиком. Вы вроде как пытались продавать рекламные места отдельно, но это крайне проблематично. Приходится самостоятельно искать клиентов, заключать договора. В некоторых случаях, скорее всего, оформлять ИП или ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. И, в общем, куча всякой хрени. Вместо этого вы можете подать заявку в систему поисковой системы и зарегистрировать свой сайт, чтобы получать бабосы за каждую 1000 показов. Суть, думаю, понятна. Вот примерно на такого рода сайтов вы сможете размещаться. Далее, в упрощенном варианте немного расскажу про систему DMP – Data Management Platform. В общем, такая херня, которая собирает данные о пользователях. То есть возраст, пол, интересы, семейное положение, доход в месяц и тому подобное. То есть это огромный кластер информации по каждому пользователю, в систему которой эти данные собираются. В чем смысл? Ну, скажем, вам нужен конкретный тип пользователя с определенными потребностями, интересами и так далее. Но при этом в соцсети вы по какой-то причине идти не хотите. Возможно, потому что все пользователи врут касательно своих предпочтений, мол, указано, что она не замужем, а на самом деле уже давно в браке, есть дети, и вы как последний дурак тратите на нее свое время, прогуливаясь по ресторанам и кино. Ладно, не об этом. И вот вам на помощь, на крыльях ветра, так сказать, мчится эта самая система. Настраивать ее, к слову, значительно легче, чем рекламу в контексте. Меньше головной боли, во всяком случае, это точно. Самое главное, это понять пользователя, на каком сайте он, скорее всего, будет находиться. Чаще всего, конечно же, выбирают тематику, которая более-менее с тем, что вы сами продаете. Есть более-менее работающие сервисы, в том же самом Google, это планировщик КМС, контекстно-медийной сети. Выбирайте пол, интересы, ключевые запросы, гео и понимаете, сколько людей интересуется этой категорией. Помимо систем Яндекса и Гугла есть огромная куча различных систем с такими же типами площадок, но не рекомендую их к использованию для закупки трафика по модели CPC и CPM. Просто не рекомендую. Для покупки по лидам что-то еще можно поискать, но в целом нет. Вот мы плавно перешли к ремаркетингу. Пользователь перешел на ваш сайт, пофигу откуда, из контекста, соцсети или другой рекламной сети. Скажем, добавил товар в корзину, но в последний момент передумал, или может его просто отвлекли. А вы решаете догнать этого клиента своими рекламными сообщениями везде, где только можно. А если быть точнее, то на тех сайтах, которые подключены к партнерской системе. Скажем, на том же Mail.ru. В личном кабинете входящие, прямо над письмами. Конечно, это не баннер, но написать какую-нибудь банальную херню по типу «Вы не до конца оформили свой заказ, мы дадим вам скидку 200 рубасов, только, пожалуйста, совершите покупку». Ну, как-то так. Для чего еще можно использовать данные сети? Ну, в первую очередь, это тестирование аудитории. При наличии у вас даже небольшого бюджета, скажем, в 10 тысяч рублей, можно более-менее протестировать пару аудиторий с разными интересами, понять, какая из них лучше всего работает для вашей группы товаров. В системе аналитики, к слову, есть специальные отчеты по сегментам аудитории, где спокойно можно посмотреть, с какими интересами аудитории к вам заходит. Повторю мысль, которую я озвучивал ранее в прошлых видео. Не запускайте рекламную кампанию без системы аналитики. Она должна стоять у вас хотя бы за пару месяцев до начала рекламной кампании, чтобы более-менее сравнивать приходящий ранее трафик с рекламным каналом. Для каких видов бизнеса стоит использовать все вышесказанное? Ну, смотрите, конкретно ремаркетинг лучше использовать везде, где есть покупка, оплата, заказ, оформление. Хер знает, что в голову пользователю взбредет в момент покупки. Никто не знает, что его может отвлечь или прервать. Стоимость клика не такая высокая, как в контекстной рекламе поиска, так что юзайте, пробуйте и тестируйте. Настройка, повторюсь, не такая уж и сложная. Конкретно поисковой сети рекомендую всем, кто работает на имидж и узнаваемость вашего бренда. Ведь можно настроиться по региону и задолбывать показом рекламных объявлений постоянно. Только выставите ограничения на показ одного пользователя в сутки, а то жалоб много придет. На этом, думаю, можно заканчивать. Всем удачных рекламных кампаний.